Центральная Азия расположена на пути расселения людей современной анатомии с Ближнего Востока в Северную Евразию, что отражено в геномах древних людей, таких как устишимский человек, обитатели Янской стоянки на севере Якутии и стоянки Мальта в Иркутской области. При этом климатические изменения, связанные с последним ледниковым максимумом, существенно изменили распределение популяции древних людей в Центральной Азии и прилегающих регионах. Древние носители батайской культуры, благодаря предковым линиям древних северных евразийцев, генетически связаны с представителями стоянок Мальта в районе озера Байкал и Афонтова гора у современного Красноярска. Последующие миграции земледельцев с Ближнего Востока и скотоводов из степи дополнили разнообразие в регионе. Распространение на восток, в Центральную Азию и восточноевразийские степи индоевропейских популяций привело к возникновению энеолита и бронзового века. Известны довольно примечательный бактрийско-маргианский археологический комплекс и андроновская культурно-историческая общность, предковая, как считается, ираноязычным популяциям. Карасукская культура возникла в Южной Сибири и распространилась по обширным территориям, дав начало ряду преемников. Позднее подъем скифов вызвал широкомасштабные миграции и примесь через евразийские степи, включая и Центральную Азию. В более поздний исторический период тенденция к расселению людей с запада на восток изменилась. Юэджи, уссуни и эфталиты мигрировали с востока на запад и создали ряд государств в Центральной Азии. А хунну-гунны массово мигрировали на запад и значительно изменили этническую структуру в Центральной Азии и Восточной Европе. Позже древние тюркские и монгольские племена распространились на запад и рассеялись по всей Центральной Азии, Ближнему Востоку и Восточной Европе. При этом потомки вышеупомянутых и неупомянутых в силу сокращенной предыстории древних людей в течение длительного исторического периода смешивались и формировали современные популяции в Центральной Азии. Предыдущие генетические исследования современных людей пролили свет на происхождение и генетическую структуру популяций из Центральной Азии, а анализ древней ДНК останков различных исторических периодов выявил закономерности смешения и генетическую структуру древних людей, а также их вклад в генофонды современных популяций. В целом, отцовский, материнский и аутосомный генофонды большинства популяций этого региона характеризуются высоким разнообразием и примесью с популяциями Ближнего Востока, Европы, а также Южной, Восточной и Северной Азии. Также у популяции этого региона выявлена сильная племенная структура, которая привела к значительным различиям в доминирующих отцовских линиях между племенами. Однако внутри племен разнообразие коротких тандемных повторов на отцовских Y-хромосомах, как правило, невелико. И хотя поток генов является обычным явлением, генетические взаимоотношения между популяциями по-прежнему тесно связаны с языком. Например, таджики генетически родственны другим индоевропейским популяциям, в то время как у кыргызов обнаружено много генетических компонентов из Сибири. Кроме того, были оценены последовательности Y-хромосом конкретных племен или семейных кланов для изучения формирования родственных популяций. Тем не менее, демографическая история населения Центральной Азии сложна, поэтому любые новые данные дополняют и уточняют наши знания об истории региона. Так и в новой работе авторы дополняют данные полноразмерными последовательностями Y-хромосом 187 человек. В выборку вошли казахи, туркмены, узбеки, таджики, кыргызы, каракалпаки, хазарейцы, карлуки, уйгуры и дунгани. Основной целью авторов работы было выявление на основе полноразмерных последовательностей Y-хромосом общих закономерностей в отцовских генофондах. Еще одной целью было идентифицировать отцовские линии, которые почти уникальны для какой-то конкретной популяции, и проанализировать их демографическую историю. В частности, исследователи оценили различные периоды генетического обмена и расхождения среди древних популяций в Центральной Азии. Результаты. Гаплогруппа C2A1A1B1 F1756 была преобладающей отцовской линией древних племен Дунху и Сяньби, а появление этой линии у хазарейцев, кыргызов и туркмен указывает на то,
что их предки по отцовской линии из Восточной Евразии. Гаплогруппа C2A1A2A, M48, F6379 имела высокую частоту в младшем жузе казахов и айратов, западных монголоязычных народов. Появление этой линии у каракалпаков свидетельствовало о близком родстве этого населения с казахами и древними монголами. Считается, что экспансия в Центральной Евразии C2A1A3 M504 напрямую связана с деятельностью древних монгольских племен в прошлом тысячелетии. В исследовании отмечена высокая частота этой линии в популяциях хазарейцев, каракалпаков, казахов, кыргызов и уйгуров, что согласуется с предполагаемым монгольским происхождением этих популяций из предыдущих исследований разных авторов. Линии NM231 у казахов связаны с древнетюркскими племенами, а линии DM174 и OM175, обнаруженные в популяциях Центральной Азии, появились в результате смешения за последние 2000 лет с популяциями из Восточной Азии. Как уже известно, гаплогруппы EM96, GM201, HL901, IM170 и LM20 были широко распространены с низкой частотой в популяциях из Центральной Азии. Эти линии представляют собой примесь из Южной Азии, Ближнего Востока и Европы. Тем не менее, исследователи обнаружили особую линию LM20 у 9 карлуков, а именно L1A2A, M2398, Y236528, которая около 1500 лет назад отделилась от линий, обнаруженных в Индии. Предыдущие исследования показали, что Южная Сибирь, вероятно, является центром распространения гаплогруппы QM242, начавшейся около 30 тысяч лет назад. Кроме того, многие второстепенные сублинии QM242 были обнаружены в популяциях из внутренней Евразии, включая монголо- и тюркоязычные популяции. В новой работе авторы также обнаружили различные сублинии QM242. Также известно, что R1A1A, M17 и R1B M343 являются двумя основными отцовскими линиями индоевропейского населения, и большинство современных популяций в Центральной Азии по-прежнему демонстрируют высокую частоту R1A1A, M17. Пересмотренное филогенетическое дерево высокого разрешения с оценкой возраста дает подробный обзор вклада по отцовским линиям в популяциях Центральной Азии. Высокое разнообразие линий макрогаплогрупп предполагает интенсивную примесь из разных периферийных областей Евразийского континента. Так, линии CDNO из Восточной Евразии, EJ с Ближнего Востока, HL из Южной Азии, IR1 из Западной Евразии и Q из Южной Сибири. Однако наиболее важным открытием этой работы является идентификация уникальных редких, так называемых минорных линий, которые в Центральной Азии распространились недавно, в том числе 33 такие линии моложе 2000 лет. Выводы. Множественные события миграции и различные линии гаплогрупп. Центральная Азия не является регионом зарождения земледелия эпохи неолита или технологических систем эпохи бронзы, поэтому роста населения, вызванного этими технологическими революциями, в Центральной Азии не было. Однако генетические данные показывают, что источниками популяции для Центральной Азии были различные регионы Евразии, включая Южную Азию, Ближний Восток, Европу, Северную и Восточную Азию. Этот общий сценарий согласуется с географическим положением Центральной Азии как сердца Евразии. Причем эти миграции происходили постепенно в разные периоды. Так, неолитическая революция на Ближнем Востоке привела к глобальному распространению гаплогруппы JM172 и ее дочерних линий, параллельно с появлением первых неолитических поселений в южной части Центральной Азии. А позже непрерывная миграция с Ближнего Востока привела к появлению дополнительных сублиний JM172. Многие исследования древней ДНК показали, что распространение отцовских линий R1A1A, M17 и R1B M269
согласуется с экспансией индоевропейских популяций. И это может быть связано с разнообразными сублиниями R1A1A M17 в Центральной Азии. Кроме того, гаплогруппа GM201, вероятно, также происходит от индоевропейцев. Однако, основываясь на ранее опубликованных генетических данных древних и современных популяций, авторы предполагают, что наличие в Центральной Азии некоторых линий QM242, N1A1M46, R1A1A M17 и C2A1B1 F1756 может быть связано с миграцией тюркских народов. А монголоязычные популяции привнесли в Центральную Азию линии C2A13, M504, C2A1B1 F1756 и сублинии C2A1A2A M48. Во время миграции с востока на запад на протяжении сотен лет многие отцовские гаплогруппы распространились из Восточной Азии в Центральную, включая несколько сублиний DM174, C2AF1096 и OM175. В целом, из-за высокой скорости мутаций, Y-хромосома легко образует специфические для популяции сублинии или субклады, как кому удобнее. Однако в комментариях люди часто неверно трактуют предковые гаплогруппы, опираясь только на те популяции, у которых встречаются их сублинии, не говоря про тех, которые приписывают гаплогруппам какие-то невероятные свойства. Недавние миграции и формирование современного населения. Авторы работы предполагают, что недавнее появление редких минорных предковых линий напрямую способствовало формированию современных популяций Центральной Азии. Основные отцовские гаплогруппы популяций в разных регионах Евразии включают CM217, DM174, EM96, GM201, HL901, IM170, JM304, LL298, TM184, NM231, OM175, QM242 и RM207. Эти макрогаплогруппы распространены и в популяциях Центральной Азии, однако их частоты существенно различаются. На уровне сублиний население Центральной Азии имеет определенные доминирующие линии. Но, как показано на графике, среди населения Центральной Азии было и много мелких минорных предковых линий, характерных для некоторых этнических групп, как, к примеру, R1A M17, Y34292 и Y111548 у таджиков. Наблюдается множество минорных предковых линий, которые расширились за последние 1000 лет, таких как C2A1A3, M504, F5481, LM20, M2648 и R1A1A, M17, YP1460. Многие такие линии от R1A1A, M17 у таджиков связаны с их индоевропейскими предками. А в целом минорные линии наблюдались у казахов, кыргызов, карлуков, каракалпаков и хазарейцев. Авторы считают, что расширение этих специфических линий напрямую связано с формированием современных этнических групп в Центральной Азии. Таким образом, построено филогенетическое дерево линий Y-хромосом с высоким разрешением для популяций из Центральной Азии, где значительное разнообразие отцовских линий указывает на примесь из различных регионов Евразии в разные периоды времени. А множество минорных предковых линий указывает на недавние события примеси, которые могут соответствовать формированию современных популяций Центральной Азии за последнюю 1000 лет. А я желаю всем добра, мира и хорошего настроения. И не забывайте про поддержку канала.